Всем привет, друзья! Вы на канале Pop Music, с вами Реальный Басист. И сегодня у нас на обзоре монофонический аналоговый синтезатор Behringer CAT, который является ремейком легендарного синтезатора с таким же названием, производимым с 76 по 81 годы прошлого века компанией Octave Electronics. На тот момент тот синтезатор был очень популярен, и вот Behringer решили его переиздать. Давайте с ним познакомимся. И начнем мы, как всегда, с секции осцилляторов. Здесь их два. Давайте начнем с первого осциллятора. Внизу у нас вот такие вот слайдеры, которые позволяют нам выводить громкость различных типов волн. В первом осцилляторе нам доступны три типа волны. Давайте их послушаем. Первый у нас пилообразная волна. Затем треугольник. И пульс. Пульсообразную волну, или он же квадрат с возможностью изменять ширину этого пульса, у нас вот как раз при помощи вот этой ручки мы можем эту ширину и менять. Также сразу скажу, что менять эту ширину мы можем мануально, покрутив вот эту ручку, либо при помощи вот этого переключателя мы можем назначать LFO на изменение ширины пульса и глубиной модуляции вот этой крутилочкой, собственно, управлять. Либо можно шириной пульса управлять при помощи вот этой вот огибающей, к которой мы чуть-чуть попозже вернемся. Дальше, сразу, раз уж мы начали про модуляцию, при помощи вот этих вот переключателей мы также можем управлять и питчом нашего осциллятора при помощи вот LFO. Это вот переключение, вот этот вот рычажок позволяет нам переключать между тремя типами волны LFO. Это синусоидальная, квадратная и sample and hold, рандомная волна. И при помощи этой крутилки опять-таки управлять глубиной модуляции. Давайте вот послушаем. Если такую вот сделать легкую глубину модуляции, то у нас будет вибрато, эффект вибрато традиционный. Вот я включил квадратную форму волны LFO. Здесь глубина модуляции нам позволяет сделать различные интервалы, между которыми скачет наш питч. Вот сейчас, например, квинта. Либо sample and hold. Sample and hold — это рандомная LFO. Здесь у нас эффект напоминает R2-D2 из «Звездных войн». Также при помощи комбинации вот этой ручки и этого переключателя мы можем управлять питчом нашего осциллятора при помощи огибающей. Давайте вот сейчас продемонстрирую. И если мы, например, включим треугольник, то мы можем создать бочку, весьма достоверную бочку. Таким образом, синтезировать здесь на нашем синтезаторе. Плюс ко всему, у нас здесь есть субоктавный осциллятор, который играет на октаву ниже нашего основного осциллятора. Субоктавный осциллятор является квадратной волной, и он отлично дополняет основной осциллятор, делает его очень жирным. Диапазон осциллятора у нас очень большой. Настраивается при помощи вот этой вот ручки. Это coarse tuning, то есть как бы основная грубая настройка. И fine tuning — это вот, собственно, вот эта вот вторая ручка.
Также сразу скажу про этот переключатель. Здесь у нас есть возможность использовать синтезатор в режиме монофоническом и полифоническом. И в полифоническом режиме мы можем играть сразу по 2 ноты. Для этого нам надо активировать второй осциллятор. Причем надо сказать, что это не совсем настоящий полифонический режим, потому что оба осциллятора все равно идут через один фильтр и одну и ту же огибающую, которая управляет VCA усилителем. Поэтому это не трушный полифонический режим, это скорее парафонический режим. Собственно, второй осциллятор у нас имеет чуть меньше форм волны. Первая — это квадратная волна. Вторая — это треугольник. Ну и также у него есть субосциллятор. Можно второй осциллятор при помощи вот этой вот крутилки настраивать в интервал относительно первого осциллятора. Вот сейчас они в унисон. Можно сделать такой детюн. Можно в кварту, в квинту, в терцию. Как вы видите, я сейчас вывел все практически формы волн, и это очень здорово, что при помощи вот комбинации вот этих слайдеров и возможности настраивать 2 осциллятора в какой-то определенный интервал, еще при наличии целых 2 субосцилляторов, можно делать весьма сложные комплексные формы волн. То есть в плане саунд-дизайна этот синтезатор весьма и весьма интересный и богатый, так сказать, возможностями. Продолжаем тему осцилляторов. И во втором осцилляторе у нас также модуляция реализована при помощи LFO. Все то же самое, как и в первом. И также можно управлять питчом второго осциллятора при помощи вот этих 2 вот огибающих. И также здесь еще есть одна классная фишка. Это FM-модуляция. Мы можем вот переключить этот рычажок и сделать так, чтобы частота второго осциллятора модулировалась у нас частотой первого. И глубиной модуляции мы вот этой крутилкой управляем. И вот давайте послушаем. Таким образом, можно создавать сложные очень тембры. Абсолютно то же самое есть и здесь. То есть можно частотой первого осциллятора управлять вторым осциллятором. И также вот глубину модуляции мы можем... И если мы сделаем одновременно, будем модулировать частоты каждого осциллятора противоположными осцилляторами, то это будет кросс-FM. И здесь просто будет сумасшествие. Но при этом можно найти какие-то, как это говорится в английском, sweet spot, то есть какие-то очень клевые, интересно звучащие точки для того, чтобы, так сказать, получить абсолютно новые, интересные тембры. Также здесь есть функция Hard Sync. Это когда первый осциллятор у нас жестко синхронизируется со вторым осциллятором, и можно получить звуки, ну, наподобие Daft Punk, например. Здесь причем есть целых 2 хардсинка, 2 режима, режим А и режим Б. Чем они отличаются, в мануале не сказано, и, честно говоря, по звуку они не сильно отличаются.
Вот. Но что ж, давайте послушаем. Включим сначала режим А. Назначим также изменение частоты первого осциллятора на огибающую. Сделаем такой легкий дикей и релиз для того, чтобы мы могли услышать вот этот эффект хардсинка. Режим Б. Но, на мой взгляд, режим Б, он намного более такой smooth, более гладкий и более качественно звучащий. Я думаю, что многие узнали звуки знаменитых композиций, например, вот Daft Punk. Далее у нас здесь секция фильтра. Здесь стоит фильтр 24 дБ на октаву, достаточно классический, ставящийся на большинство монофонических синтезаторов. Давайте послушаем у нас слайдер Cutoff, как он срезает наши частоты. Резонанс у нас был на нуле. Давайте сделаем резонанс 50%. Как вы слышите, подупала немного громкость и также стало меньше низа. Это весьма стандартно для подобного типа фильтров. У мугов, например, та же история происходит. Давайте сделаем резонанс теперь почти на максимум. Как вы видите, резонанс здесь певучий. Если мы его сделаем на максимум, то он начинает самоосциллироваться. И самый кайф в том, что при помощи вот ручки Keyboard Control мы можем играть резонансом. То есть мы можем ее выставить в какое-то вот среднее положение. И, как вы слышите, у нас, в зависимости от того, какую клавишу мы нажимаем, высота этой ноты тоже меняется. И вот сейчас что мы попробуем сделать? Мы попробуем использовать фильтр как третий осциллятор. Давайте вот расстроим первый и второй осциллятор в квинту. И попробуем настроить теперь наш резонанс. Какой-то еще один интервал. И мы можем таким образом играть трехнотными аккордами. При определенном, так сказать, потраченном времени на это можно выстроить весьма конкретный аккорд, например, трезвучие или септаккорд без квинты, и, собственно, его использовать. То есть здесь у нас есть скрытая фишечка, фильтр как третий осциллятор. Что касается модуляции фильтра, здесь все так же, как и с нашими осцилляторами. Можно фильтр модулировать при помощи LFO. Вот этим вот рычажком мы переключаем форму волны. Также синусоида, квадрат и sample and hold. И глубину модуляции вот этой крутилочкой мы изменяем. Давайте вот послушаем. Это у нас синусоида, вот квадрат. Ну и sample and hold. И также мы можем использовать огибающую в качестве модуляции фильтра. Причем красота заключается в том, что мы можем использовать оба эти типа модуляции, огибающие LFO, одновременно и делать интересные, сложные какие-то штуки. То есть
у нас сейчас фильтр открывается в зависимости от огибающей, и при этом он еще и у нас колеблется от LFO. Еще одна очень классная фича саунд-дизайна — это возможность модулировать фильтр при помощи первого осциллятора. Что мы делаем? Мы вот этот рычажок переключаем в положение VCO 1, и теперь у нас получается такая FM-модуляция фильтра. И при помощи частоты, ну, например, вот нашего первого осциллятора, можно очень интересные тембры создавать. Давайте вот послушаем. Причем это будет очень сильно зависеть от многих параметров, не только от соотношения частот самих осцилляторов, но и также от формы волны. Вот сейчас у меня здесь выбран треугольник. Вот я выбрал другую частоту, пилу. Давайте саб-осциллятор. Также будет зависеть от резонанса и от положения частоты среза. То есть от очень многих факторов. И здесь надо уже крутить, ковырять и искать вот эти вот свит-споты, вот эти вот клевые моменты, которые классно звучат. Дальше у нас здесь вот такая вот совсем маленькая секция нойза. Собственно, слайдер, который отвечает за громкость шума, который мы можем добавить в наш общий микс осцилляторов. Для того, чтобы ужирнить и добавить каких-то вот таких вот нойзовых призвуков в наш звук, если нужно. Дальше секция огибающих. Я уже неоднократно сегодня прибегал к вот этой вот огибающей ADSR. И есть еще вторая огибающая, простая, всего лишь состоящая из двух параметров. Это атак-релиз огибающая. Они вот все здесь есть обе в назначаемых параметрах для модуляции. Можно использовать как для осциллятора, так и для фильтра. Либо одну, либо другую. Это здорово, что у нас есть такой выбор. И можно, например, осциллятор модулировать какой-то более простой, а фильтр вот ADSR, либо наоборот. В общем, любые комбинации доступны. При помощи вот этих вот переключателей мы можем это делать. Дальше у нас здесь есть функция ADSR Repeat. Это функция, которая ретригит нашу огибающую. Два режима у нас здесь. Первый режим — это gated, то есть она работает, когда у нас нажата любая клавиша. Ретригится она в зависимости от скорости LFO. И это очень здорово, потому что можно делать такие, скажем, фейк-секвенции. В этом осцилляторе нету встроенных секвенсоров, ничего подобного нет. Чтобы им управлять, нужен либо внешний секвенсор, либо внешняя MIDI-клавиатура, либо ваш компьютер. Но мы можем делать такие фейк-секвенции. Как я сказал уже в начале этого видео, мы можем управлять питчом осциллятора при помощи нашего LFO. Вот давайте выберем квадратную LFO. И вот у нас первым осциллятором я так настроил, чтобы был такой красиво звучащий интервал. Давайте то же самое сделаем со вторым осциллятором, но только выберем какой-то другой интервал.
И теперь включим наш вот этот вот режим ретриггеринга, то есть перезапуска огибающей. И мы можем, собственно говоря, таким вот образом играть и, скажем так, делать вид, что у нас есть какой-то вот встроенный секвенсор. И причем мы можем управлять и фильтром еще плюс ко всему. Интервалы мы можем настроить любые на свой вкус, скорость можем настроить любой на свой вкус. Таким образом у нас, ну, такая, скажем, весьма гибкая фишечка, уподобленная секвенсору получилась. Ну и вот этот вот рычажок ADSR Repeat в нижнем положении, он просто полностью открывает наш VCA, то есть amplifier, и у нас звук абсолютно без нашего участия все время выходит из синтезатора. То есть полностью открытый гейт у нас получается всегда. И это очень удобно для настройки осциллятора, для настройки LFO, для настройки интервалов и так далее. Вот здесь вот в левом нижнем углу у нас утилитарная секция, скорость LFO мы регулируем как раз именно при помощи вот этого слайдера. Также, продолжая говорить про LFO, здесь есть очень классная фишка LFO Delay. Вот давайте опять сделаем сейчас вибрато. И теперь мы можем поставить LFO Delay, то есть задержку появления вот этого вибрато. Видите, оно не сразу начинается. Это очень удобно. Вы, например, играете соло. И на какой-то длинной ноте вибрато у вас появилось. И это звучит музыкально. Почти так же, как вот на гитаре, когда гитаристы играют соло и делают вибрато на длинных нотах. Вот. Дальше у нас здесь есть слайдер слайда. При помощи которого, ну, со слайдом все знакомы, да, плавный переход между нотами. Дальше у нас здесь есть переключение октав. Но оно, в принципе, не нужно, если у вас хорошая MIDI-клавиатура с встроенным переключением октав. Вот здесь я тоже переключаю без проблем. И есть Pitch Bend. Но Pitch Bend также работает и от внешнего MIDI-контроллера. Зависит от вашего MIDI-контроллера, собственно. Ну, как правило, диапазон его можно настраивать. Вот. Этот синтезатор не позволяет запоминать никакие пресеты. По MIDI контролируется только pitch, gate, то есть высота и длина ноты, и вот этот pitch bend. И, собственно, никакая больше другая информация по MIDI сюда не поступает, и синтезатор, он никакие команды больше по MIDI принимать не может. То есть это абсолютно, скажем так, хардверный, железный, аналоговый синтезатор. А еще у нас здесь есть вот такой вот патчбей, который нужен для синхронизации и взаимодействия этого синтезатора с модульными Eurorack синтезаторными системами, которые нынче очень популярны. Здесь у нас есть 4 выхода. Это CV и Gate, те ноты, которые у нас играются синтезатором, и также 2 выхода с огибающих. И несколько входов мы можем отдельно по CV Gate контролировать каждый из осцилляторов, и также еще несколько параметров для контроля фильтра и для подключения внешнего аудиоустройства и обработки внешнего аудио. Ну и плюс ко всему у нас есть внешний выход Eurorack формата на мини-джеке и выход на наушники тоже на мини-джеке. Вот, собственно говоря, и все. Здесь есть еще и MIDI вход и MIDI through для синхронизации по MIDI, что мы и используем. И также USB вход для подключения компьютера и для управления этим синтезатором с компьютера с вашей DAW.
целом хочется отметить, что несмотря на простоту этого устройства, в плане саунд-дизайна он даст фору очень многим своим аналоговым собратьям. Cross FM — это вообще достаточно редкая история для подобных девайсов, а я уже не говорю о возможности модуляции фильтра осциллятором и получения таких вот рычащих злых тембров. Действительно, очень хороший в плане саунд-дизайна такой вариативный прибор. Ну и мне, как человеку, занимающемуся модульными системами, вот возможность интеграции с Еврореком — это, конечно, очень здорово. В общем, Behringer молодцы, сделали достаточно хороший девайс, очень современный, но при этом отдающий дань уважения легендарным синтезаторам тех времен. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажмите на колокольчик для получения уведомления о будущих видео, и до скорых встреч, увидимся. Как там? Ладно, не буду я эту песню или вспомнить песню с игры. Не буду, сказал. Ну да. Хотя, конечно, лучше показать это. Ну, я не знаю, как это. Ну тогда давай кат, и я ее просто сейчас послушаю.